Салют. В сегодняшнем видео мы поговорим о герое, таком как Горго. Это ярко выраженный физик, который обладает большим уроном. Магия, да, которая наносит колоссальный урон. Основная ее черта — это ее навык. Навык метки, да, который она применяет и наносит очень большой урон. Наносит урон юниту. Не тот, который атакует, а другому, да. Ну, я думаю, все знакомы. Поэтому, как по мне, основным талантом, который должен быть, одним из главных талантов, который Горго нужен, это эрозия. Потому что все там сопротивление качают, все стараются избежать получения урона. Да, магия у нее и ульта как бы массовая, наносит по всем урон. Соответственно, ей нужна эрозия. Ну, это на мой взгляд. К сожалению, Горгу я поменял недавно на другого героя, на нового вампира, поэтому она у меня не прокачана. Вот, приношу свои извинения, но как-то так. Набор талантов, на мой, ну, вот у нее какой был до этого, вот примерно такой, как здесь, да, то есть у меня было сопротивление, у меня была харизма, у меня, ну, молчание, ну, в данном случае колдовство использую. Ну, почему? Потому что у меня герой Лис с ней был, соответственно, на Лисе я ставил вот такие таланты, да, тоже силу, которая увеличит ей урон, да, потому что у нее высокая физатака самого героя, соответственно, нужно увеличить показатели урона, соответственно, харизма и молчание, да, то есть увеличение морали и снижение морали. Для того, чтобы не пропускать ходы как можно больше и для того, чтобы ходить как можно чаще. Также можно ей брать, ну, опять же, оно же не всем выпадает, да, то есть если брать более молодые сервера на наших серверах, да, на более старых, у нас довольно-таки много всяких уже собранных камней, талантов, сбросы камней талантов есть, ну, потому что у нас уже все прокачано более-менее. На молодых серверах, конечно, с этим чуть потруднее, поэтому таланты, да, то есть какие могут подходить, ну, с этим, если вам выпадают даже, ну, скажем так, таланты, можно силу брать ей, да, то есть, потому что силы много не бывает, не у всех же прокачаны сокровища на максимум, да, то есть 30% к силе будет очень полезно. Если вам выпадет талант на снижение жизни, ну, то есть, вот вы крутили, вот выпал вам талант, да, камней у вас не так много, можно оставить. То есть, вы срезали жизни у соперника, соответственно, урон будете носить больше, будет проще убить, метка будет лучше наносить, больше урона наносить, ульта будет больше наносить урона, ну, больше убивать юнитов соперника, соответственно. Это тоже хороший полезный талант. Если вы играете через фракцию падших, да, соответственно, можно взять талант на этот самый, все время забываю. Талант этот, сейчас мы посмотрим. Вот он. Подсекательство, да. Вот такой набор талантов можно использовать на Горго, да, то есть вот как на Варе. У меня тут молчанка вот стоит, да, то есть не вместо колдовства. Ну, колдовство, вот, оно действует на 3 стека, да, молчанка на всех. Но там разница довольно-таки ощутимая. Поэтому тут каждый для себя. Ну, мне просто выпала молчанка, я пока не перекручивал. Вот такой набор талантов тоже интересен на Горго. Ну, тут нету, здесь нет эрозии, да, то есть, ну, зато можно играть за счет нападших, за счет того, что они будут убивать, да, то есть ходить, убил стек соперника и пошел еще раз. И еще раз, да, то есть срабатывать навыки у наших юнитов. Вот. Тоже довольно-таки неплохо работает. Ну, тут нужно каждому смотреть индивидуально, да, то есть если вы боретесь с равными соперниками, вы можете там ваши гарпия пошла, убила один стек, да, соответственно, здесь нужно будет подсекательство, чтобы она пошла, ударила еще раз, убила еще, да, там 2-3 раза походила, то имеет смысл играть через подсекательство. Если же вы не пробиваете соперника, да, то тут толку от подсекательства нет. Или вы играете, например, через фракцию мертвых, да, нежить. Соответственно, там драконам это не актуально. Если вы играете, например, через 2 копейщиков, да, и дракона на нежити, то можно поставить бронебой, да, то есть они будут, копейщики, больше урона носить, там они часто стреляют, шанс игнорировать броню, нанести больше урона. Очень хорошо, кстати, работает бронебой.
И на ранних стадиях, да, там, когда игроки играют, и играют еще не только все рангом, да, то есть все прокачано. Играет С, Б ранг, Д, соответственно, там тоже бронебой будет очень эффективен. Тоже можно использовать таланты, да, то есть на стриме я там подробно разбирал, кому интересно, можно не смотреть весь стрим, да, то есть найти ту часть, где мы разбираем в конце уже, говорим о Горго более подробно. То есть герой интересный, герой топовый, да, то есть там я также и про зверей рассказываю, и про машины, да, то есть, ну, если у вас есть лис вкачанный, если у вас пасть есть, да, то есть зеркало, то, соответственно, у вас Горго будет в топе, да, вы сможете ей очень хорошо играть. Если же у вас этого всего нету, вы просто только начинаете, да, ну там, там можно крылья смерти ей покачать. Но опять же, лис, он бесплатный герой, его легко получить, легко прокачать. Сложность будет только в прокачке основного навыка, который требует очень много душ, да, там, зверя, чтобы его прокачать. Но если вы прокачаете, это вам как бы вернется старицей. Поэтому подходим, смотрим. Я говорю, посмотрите на стриме. Вот, под этим видео пишите в комментариях, каких героев вы еще хотите, чтобы мы на следующем стриме рассмотрели. Да, мы будем рассматривать русалку. Ну, еще там, кого больше всего попросите, да, в комментариях вот под этим видео. Мы рассмотрим на следующем стриме по талантам этого героя. На этом все. Всем спасибо.